Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как делают кубинские золотые цепи. Кубинская цепь – это по сути разновидность стандартной цепи, но имеющая овальные звенья, которые пересекаются в виде веревки. Звенья цепи скручены и подпилены, имеют полировку и гальваническое покрытие. Узор звеньев может растягиваться до более длинных или овальных форм, которые полностью меняют ее внешний вид, что делает цепочку более толстой и привлекательной. Кубинские цепочки стали чрезвычайно популярны среди кубинского сообщества, проживающего в Майами в 1970-1980-х годах, откуда и произошло название Miami Cuban Link. Кубинские цепи впервые стали известны на хип-хоп-сцене 1970-х годов. По мере того, как хип-хоп-музыка росла и приобретала культурную популярность, кубинские цепи стали символом роскоши, богатства и успеха. И сегодня цепи по-прежнему популярны среди рэперов, например, таких артистов, как Jay-Z, который в 2019 году стал первым в мире рэпером-миллиардером. В этом видео мы покажем, как два мастера-ювелира изготавливают кубинские золотые цепочки. Одна из них большая, а другая поменьше, для браслета. Хотя процесс изготовления почти одинаков. Большая цепочка из желтого золота будет стоимостью более $100 тысяч и весить около 2 килограммов. Работа во всех случаях начинается со взвешивания для определения количества чистого 24-каратного золота. Поскольку цепь должна быть 14-каратного качества, то есть соответствовать 585-й пробе, к золоту добавляется сплав меди, цинка и серебра. Золото отрезается от слитка, а маленькие шарики сделаны из медного сплава. Таким образом, получается смесь из 14 частей золота и 10 частей других металлов. Очень большая часть украшений в мире обычно также изготавливается из 14-каратного золота. Из-за огромного размера большой цепи, золото для нее решено разделить на две партии. Общий начальный вес большой цепи составляет около 3450 граммов 14-каратного золота. Это стоит около $115 тысяч только в части золота. Причина, по которой требуется так много золота, заключается в том, что в процессе производства необходимо уменьшить вес, чтобы цепь выглядела более плоской. Затем наступает время расплавить все это в керамическом тигле, способном выдерживать температуры до 1370 градусов Цельсия, что выше, чем температура плавления золота. Для нагрева потребуется большая пропановая горелка. В тигель также насыпается бура. Обычно она применяется в качестве флюса для пайки металлов. С ее помощью очищают поверхность металла, чтобы соединение получалось крепким. Здесь она поможет очистить золотую смесь и облегчит плавление. В горелке будет использоваться комбинация природного газа и кислорода, чтобы расплавить сплав. Когда металл полностью расплавится, золото готово к разливу. Расплавленное золото заливают в чугунную форму, чтобы получить первый слиток. Оно наливается последовательным наливом, не слишком быстро и не слишком медленно. Тот же процесс повторяется для второй партии золота. В результате получаются два больших 14-каратных золотых бруска. На следующем этапе каждый золотой слиток начинают растягивать на прокатном стане. Прокатный стан – это инструмент для обработки металлов давлением. Он используется для изготовления металлических листов или проволоки. Принцип его работы заключается в том, что через него несколько раз пропускается металл, сжимая его каждый раз все больше и больше. С каждым проходом через вращающиеся валки золотой слиток растягивается все больше и становится все длиннее и длиннее. Этот процесс продолжается до тех пор, пока диаметр стержня не будет соответствовать размеру изготовляемой цепи. Поскольку металл растягивается, его нужно подогревать до определенной температуры, чтобы его размягчить. Это нужно для того, чтобы он в процессе вытяжки не треснул. Во многих фрагментах видео
вы увидите, как золото сначала нагревается, а затем охлаждается. Этот процесс называется отжигом и используется для снижения твердости металла и облегчения работы с ним. Затем с помощью ленточной машины проволоку протягивают и закругляют ее. Проволока проходит через подающий лоток достаточное количество раз, пока процесс закругления не завершится. Более тонкую проволоку протягивают через тяговую пластину. Она превращает проволоку из квадратной в круглую и задает ей необходимый диаметр. Следующий процесс потребует больших физических усилий. Нужно намотать золотую проволоку на медный стержень подходящего размера, чтобы сформировать катушку. Для изготовления золотой цепи меньшего диаметра лучше всего подходит электрическая дрель. Она позволяет быстро намотать золотую проволоку гораздо быстрее, чем вручную. А вот для большой цепи потребуется 2 человека, которые выполняют эту работу вручную, используя 4 набора фиксирующих плоскогубцев. Затем на настольном токарном станке 2 набора катушек разрезают, чтобы получить отдельные звенья, которые в дальнейшем будут сплетены в кубинскую цепь. Маленький спиральный провод распиливают прошивной пилой. Одно кольцо запаивается. Следующее кольцо при помощи 2 плоскогубцев разгибается, чтобы вставить его в запаянное кольцо. Постепенно все заготовки спаиваются, пока не получится цепочка нужной длины. Золотые звенья очищают несколько раз, погружая их в горячий бисульфат натрия, кислотную соль, образующуюся при частичной нейтрализации серной кислоты. Этот кислотный раствор используется несколько раз на протяжении всего процесса изготовления для очистки поверхности золота. Отдельные звенья крупной цепочки зажимаются в тиски. Они размыкаются и соединяются вместе при помощи разводного гаечного ключа. Для плавления каждого звена используется золотой припой. Если в процессе пайки цепи нагрев будет слишком сильным, то золото может расплавиться и цепочка разрушится. Наоборот, если тепла окажется недостаточно, то припой не расплавится должным образом и в цепи появятся разрывы. Процесс пайки продолжается до тех пор, пока не будет готов черновой вариант цепи. После некоторого отжига цепочка подвергается еще одной ванне с горячим раствором кислоты. Потом цепь прикрепляют к промышленному крутильному станку, который создает крутящий момент на обоих концах в разных направлениях. Тонкую цепь скручивают вручную, зажав ее в тиски и при этом используя затягивающиеся плоскогубцы. Такое скручивание требует больших усилий. При достаточном скручивании отдельные звенья в конечном итоге выравниваются в одной плоскости. Любые незначительные корректировки, необходимые для выравнивания звеньев в процессе изготовления, производятся вручную при помощи гаечного ключа. Завершается процесс выравнивания звеньев путем неоднократного пропускания цепи через прокатный стан, который окончательно выровняет звенья и заставит цепь висеть абсолютно прямо. На данном этапе получилась большая кубинская цепь длиной около 71 см и весом около 2700 граммов. Некоторые дополнительные звенья были ранее отложены на тот случай, если часть из них будет повреждена во время производства и их необходимо будет заменить. Для того, чтобы закрепить цепочку для ее дальнейшей обработки, ее раскладывают поверх деревянной доски, а затем закрепляют при помощи специальной расплавленной смолы – шеллака. Затем доска плотно закрепляется с помощью тисков, и начинается одна из самых трудоемких частей процесса изготовления кубинских цепочек – это выравнивание звеньев с помощью напильника.
Эта процедура позволяет создавать круглую поверхность, как и должно быть у кубинских цепочек. Изделие приобретает большую поверхность и более чистый вид. Золотую стружку и пыль, которая сыплется при обработке, собирают и используют для изготовления других украшений, которые будут сделаны позже. Далее в игру вступает страсть ювелира, поскольку хорошо выполненная работа может добавить готовой цепочке правильное количество симметрии и красоты. Наконец, для еще большего сглаживания поверхности золота применяют наждачную бумагу с зернистостью 220 и 320. После этого цепь снимают с доски, и процесс повторяется с другой стороны. Затем переходят к этапу полировки. Он начинается с осмотра и предварительной полировки с помощью вращающегося инструмента. Полировка завершается на токарном станке со шлифовальным кругом. Это еще один утомительный и трудоемкий процесс, но он необходим для создания красивой и высококачественной цепочки. После того, как цепочка пройдет окончательную очистку с помощью ультразвука и пара, наступает время поработать над особенной застежкой. Застежка отливается отдельно также из смеси 14-каратного золота и сплава металлов, чтобы она соответствовала цепочке. Расплавленное золото заливается в гипсовую форму, содержащую внутри восковую форму различных частей застежки. Горячее золото расплавляет воск внутри слепка, и когда гипс смывается, остаются только отлитые кусочки золота. После подготовки и предварительной полировки основных частей застежки наступает время изготовления золотой булавки, штифт, который фиксирует крышку на месте и позволяет ей открываться и закрываться. Этот процесс аналогичен тому, который использовался в начале с двумя золотыми слитками. Но поскольку для штифта требуется проволока гораздо меньшего размера, нужно использовать меньший прокатный стан и волочильный станок. Прежде чем прикрепить застежку к цепочке, необходимо отрезать кусок от обоих концевых звеньев за средней точкой. Разрезы должны быть сделаны под прямым углом, иначе застежка не будет правильно совмещена с фактической цепочкой после ее сварки. Затем приступают к привариванию двух взаимосвязанных секций застежки к концевым звеньям. Добавление крошечных бриллиантов к застежке такой большой цепи вносит нужный последний штрих в такое изделие. Камни на краю застежки оживляют общий дизайн. Еще несколько последних штрихов, легкая полировка, и застежка и цепочка готовы. Таким образом, получилась золотая цепочка весом примерно 2086 граммов и длиной 72,5 см, включая бриллиантовую застежку. Ширина цепи составила около 25 мм, а толщина около 18 мм. Для малой цепочки застежка напечатана на 3D принтере из воска, а затем отлита из металла. После отлива застежка имеет шероховатую поверхность, поэтому ее приходится подпиливать и шлифовать. Замок имеет механизм, который должен работать безотказно. Он шлифуется для того, чтобы его было удобно надевать и снимать. Для того, чтобы вставить в застежку бриллианты, она помещается в специальную замазку, которая, остывая, затвердевает. Драгоценные камни имеют размер 1,8 мм, и чтобы их установить правильно, приходится воспользоваться микроскопом. Каждый камень прижимается медной палочкой. Когда камни установлены на место, мастер использует инструмент для бисероплетения, чтобы прижать металлические захваты к камням. Самое сложное в закреплении камней – это установить их все прямо, чтобы получилась ровная и чистая закрепка. Усиленная концентрация внимания дает желаемый результат. Затем детали припаиваются к браслету. Перед пайкой весь замок уже практически готов. По краям замка устанавливаются изумруды. На последнем этапе браслет полируется. Это необходимо для придания блеска металлу и устранения возможных царапин. Для этого используется полировальная машина. После полировки браслет помещают в ванночку для ультразвуковой чистки. Эта машина посылает ультразвуковые волны в воду с чистящим раствором, которая удаляет всю грязь.
В результате получается уникальный золотой браслет. У каждого ювелира свой индивидуальный подход к изготовлению цепочек, который отличает их цепочку от других. В данном случае получился браслет, где изумруды и бриллианты в замке, образующие нигерийский флаг из розового золота, придают ему уникальный внешний вид и дизайн. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!